Воссоединение Суареса и Месси. Конец карьеры Погба. Реал Мадрид хочет Мбаппе. Проблемы Тухеля в Баварии. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Похищенный отец Луиса Диаса будет освобожден. Об этом сообщил представитель колумбийской армии национального освобождения. По его словам, отец Диаса будет освобожден в кратчайшие сроки. Ранее родители вингера Ливерпуля и сборной Колумбии Луиса Диаса похитили в Колумбии. Мать игрока удалось спасти, а отец по-прежнему находится в руках преступников. Утверждалось, что похитителями могут быть граждане Венесуэлы, и Луиса Мануэля Диаса могли вывести на ее территорию. За информацию обещали 200 миллионов песо. Между Томасом Тухелем и игроками Баварии возникла напряженность. Как сообщает Bayern Germany, у Тухеля есть свои игроки, с которыми он много общается вне командных встреч. К ним относятся Харри Кейн и Лерой Сане. Однако с остальными футболистами, даже с теми, кто постоянно выходит на поле, он практически не общается. Некоторые только от помощника Тухеля узнают, играют они или нет. Кроме того, публичная критика Тухелем команды, особенно полузащиты, не нашла отклика в раздевалке. С тех пор отношения в команде стали довольно напряженными, особенно с Йозуа Киммихом. Мадридский Реал по-прежнему рассматривает возможность подписания Килиана Мбаппе. По информации L'Équipe, помимо королевского клуба в переходе 24-летнего француза заинтересован Ливерпуль. При этом не исключен вариант, при котором Кильян продлит контракт с ПСЖ. Действующее соглашение рассчитано до лета 2024. Ранее сообщалось, что Мбаппе склоняется к тому, чтобы покинуть ПСЖ следующим летом в статусе свободного агента. Напомню, что летом ПСЖ на некоторое время отстранял Мбаппе от первой команды за отказ продлевать контракт с клубом. Позже стороны уладили конфликт, несмотря на то, что игрок до сих пор не дал согласия на подписание нового договора. Неймар перенес операцию на левой ноге. Он пропустит свыше полугода. Операцию Неймару делал доктор Родриго Ласмар, хирург сборной Бразилии и Атлетико Минейро. Сроки восстановления не называются, но в Бразильской конфедерации футбола считают, что нападающий может вернуться к стартующему 20 июня Кубку Америки, передает ESPN. Фабрицио Романо сообщает, что Аарон Рамсдейл в настоящее время не входит в список Челси в качестве нового вратаря. Никаких переговоров сейчас не ведется. Челси по-прежнему хранит молчание по поводу позиции голкипера, поскольку никаких переговоров по этому поводу в январское окно не ведется. Поль Погба может пойти на мировое соглашение, чтобы сократить срок возможной дисквалификации по делу о допинге, сообщает La Gazzetta dello Sport. Прокурор, занимающийся делами о допинге, запустит процедуру, ведущую к дисквалификации. У Погба будет 20 дней на то, чтобы прийти к соглашению с целью добиться смягчения приговора. В случае отсутствия соглашения, слушание может быть назначено в течение 40 дней. В связи с положительным результатом теста на завышенные показатели тестостерона, Погба грозит дисквалификация на 4 года. Но полузащитник Ювентуса может признать вину и достичь мирового соглашения с местными властями, сократив срок возможной дисквалификации до 2 лет. У Эрика Тен Хага есть проблемы в отношениях с игроками МЮ. По данным The Athletic, некоторые футболисты начинают терять веру в тренера. Интенсивность Тен Хага, которую хвалили в прошлом сезоне, теперь стала проблемой. Недавно игроки удивились решению Тен Хага исключить Рафаэля Варана из стартового состава на дерби с Ман Сити, выбрав вместо него Джонни Эванса.
Что касается ситуации с отстранением Джейдона Санчо, некоторые в раздевалке считают, что тренер также мог бы поступить иначе. Источник отмечает, что Тен Хаг не находится в близких отношениях со многими игроками Манчестер Юнайтед. Часто упоминается недостаток харизмы у тренера. Луис Суарес близок к переходу в Интер Майами, сообщает El País. Футболист и клуб уже провели переговоры при помощи электронной почты. Стороны планируют заключить контракт на 1 год с возможностью продления еще на 1 сезон. Отмечается, что проблемы с коленом, ранее возникшие у игрока, решаются. Суарес каждый день проходит необходимые процедуры, нагрузки контролируются. Ожидается, что уругваец прилетит в Майами для согласования последних деталей контракта в декабре. Он планирует сделать это после завершения сезона с Гремио. Как пишет Sky Sports, в рамках соглашения по приобретению 25% акций МЮ, Джим Рэдклифф вложит $300 миллионов в инфраструктуру клуба. Источник сообщает, что эти средства будут выделены частями, однако большая их часть поступит в распоряжение МЮ к концу года. Эти средства будут выделены из личного состояния сэра Джима и не увеличат и без того огромный долг клуба. УЕФА стал партнером Золотого Мяча. УЕФА и группа Мари, владеющая журналами France Football и L'Équipe, объявили о партнерстве с целью совместной организации Золотого Мяча со следующего года. Отмечается, что УЕФА и группа Мари намерены повысить статус и глобальный охват награды. В рамках соглашения группа Мари останется владельцем бренда «Золотой мяч» и продолжит контролировать голосование, которое сохранит свою систему и независимость. Кроме этого, будут добавлены новые награды для лучших тренеров года в мужском и женском футболе, подчеркивающие их неоценимый вклад в успехи команд. Также стоит отметить, что УЕФА перестанет вручать приз лучшему футболисту года в Европе. Яя Туре официально стал помощником главного тренера сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды на своем сайте. Контракт с ивуарийским специалистом был заключен по просьбе итальянского наставника сборной. Эвертон пытается пересмотреть условия сделки с Тоттенхэмом по Дели Али, от чего может зависеть игровое время полузащитника. В январе 22-го Тоттенхэм отпустил Али в Эвертон, сразу не взяв с рисок ничего. Однако за счет бонусов стоимость сделки может вырасти до 30 миллионов фунтов. Первая выплата в размере 10 миллионов фунтов будет положена Тоттенхэму, как только Али сыграет свои первые 20 матчей за Эвертон. Сейчас на счету Дели уже 13. Недавно Али восстановился после травмы и находится на пороге реинтеграции в первую команду Эвертона. Однако мерсисайдский клуб остается в тяжелом экономическом положении и даже может быть наказан снятием очков за нарушение правил финансового фейрплей премьер-лиги. Поэтому сейчас Эвертон пытается реструктурировать сделку с Тоттенхэмом, чтобы избежать выплаты круглой суммы в обозримом будущем, если 27-летний англичанин начнет играть за ирисок.